Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин, который меня много раз уже просили в комментариях, да? Делать ли первый шаг? Это особенно касается тех, наверное, кто еще холит, лелеет надежду на воссоединение какое-то, да. Ну, кто-то может посмотреть и в познавательных целях, так как я, как таролог, психолог, даю в процессе своих раскладов еще некоторую полезную информацию. Итак, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот абсолютнейшая, знаете, абсолютнейшая неопределенность, какое-то разочарование внутреннее, знаете, вот состояние, не знаю, как жить дальше, не знаю, сложится ли вообще как моя жизнь, личная жизнь и вообще частная жизнь. Плюс еще проигрывается, конечно же, ностальгия о прошлом. Вот вы не можете выбросить из головы свою бывшую зазнобу. Вот она настолько плотно сидит в вас внутри, как бы вы ни пытались, да, вот вы пытались, даже у некоторых может проигрываться, пытались знакомиться с другими женщинами, все равно ничего не получается, все не то, все не те, не можете никак ее забыть. Причем может проигрываться еще, что вы, вот, допустим, с бывшей периодически общаетесь по тем или иным вопросам. И тем самым, конечно же, она опять напоминает о себе, бередит душу. И тем самым вы больше думаете о ней. А как я уже как-то говорила не раз в своих видео, чем больше вы думаете о конкретной женщине, да, ну в данном случае о бывшей, тем больше вы на нее подсаживаетесь. Наша психология так устроена, наша психика так устроена, что чем больше мы думаем о человеке, о ком-то, либо же о чем-то, тем больше мы подсаживаемся. Такая своего рода зависимость возникает. Поэтому я всегда говорю, ребят, кто хочет забыть бывших, избавьтесь от всех напоминаний, от фотографий, от каких-то переписок. Не ходите в те места, где вы были вместе. Да? Даже если вы вот вспоминаете ее, силой воли просто переключайте мысли. Вот не думайте, отвлекайтесь. Только подумали, вспомнили бывшую. Сразу же переключайте мысли там на работу, на друзей, на детей, куда угодно переключайте. Только бы не думать о бывшей. И так вам будет проще. А здесь вот эти вот напоминания, да, плюс еще некоторые могут дети напоминать о бывших, да, вот вы вроде бы с детьми общаетесь, но это своего рода напоминание, и вот вы мечетесь. Может даже проигрываться, что вы сами устали от этого состояния, да, вроде бы и тянет прошлое, вроде бы и тянет бывшее, хочется как-то с одной стороны уже определенности, да, с одной стороны вам, может быть, хочется и забыть ее, но вы не можете этого сделать, потому что вы тем или иным способом, но вы пересекаетесь с ней. Итак, плюс, конечно же, вы думаете о ней, а это вот самая большая ошибка, когда вот сидит, знаете, вот многие любят, сидят, анализируют, вспоминают, накручивают, а если бы я вот так сделал, а если бы я вот этого не сделал, вот как бы было, понимаете, чем больше, запомните это правило, чем больше вы думаете о человеке, тем больше вы подсаживаетесь, чем больше вы даже влюбляетесь в нее. Понимаете, как происходит, какая штука? Так, что еще у вас происходит? Знаете, даже у некоторых может проигрываться, что вы мечтаете про интим с бывшей. Напишите мне в комментариях, есть такой момент или нет. Да, дети связывают, дети есть такие среди вас, которых дети связывают, но опять же, понимаете, здесь такая ситуация, с одной стороны вы скучаете за ней, с другой стороны вы понимаете, что она манипуляторша, что она вас использовала, что она кого-то предала, обманула. То есть у вас как будто вот две ваши половинки борются. Вот вы не можете совладать с вашими вот двумя внутренними противоположностями. Знаете, как говорят, головой, умом понимаю, но ногами не пойду.
То есть вот такое двоякое состояние может еще проигрываться. А она у вас, дамочка, ну, довольно интересная внешне, фигуристая может быть. Может еще проигрываться довольно неплохая в интимной части, да, она любительница интима, она любительница вообще вот этих всех плотских утех. И, в общем-то, может быть довольно неплохой в этом плане. Поэтому еще здесь тянет, потому что другой женщины у вас пока рядом я не вижу. И у вас, знаете, вот вроде бы и ностальгия, но вы хотите выдохнуть и избавиться. И вот вы не знаете, что с этим делать, как избавиться от этого наваждения. Она может сниться вам, она может приходить, знаете, вот даже во сне, в каких-то даже кошмарах. Вы можете просыпаться в холодном поту. Но тем не менее, вот эта тяга от бывшей, вот эта зависимость, она очень плотно в вас сидит. Итак, смотрим, стоит ли делать первый шаг. Стоит ли делать первый шаг? Так. Вы знаете, вам с одной стороны вот и хочется, и колется. Вы в голове прокручиваете разные вариации. Вы думаете, как, вот, допустим, к ней, на какой козе подъехать, да? Вы прокручиваете разные варианты, как, что сделать, что будет, вот, если я помирюсь, да? А вдруг я вот не сделаю первый шаг, и я потеряю навсегда. Ну, то есть, вот такие еще моменты сомнений. Плюс еще ревность вас взыграла, да? Вот вы переживаете, что вот если вы шаг первый не сделаете, а вдруг ее кто-то уведет. Причем я еще вам скажу, что вот как-то вы считаете, что вы готовы внутренне, в принципе, да, вот вы понимаете, что вам сделали больно, да, допустим, вас предали, там, изменили, обманули, ну, то есть такое состояние, которое врагу не пожелаешь. Но с другой стороны, вы понимаете, что вы готовы простить, несмотря ни на что. Хоть бы она вот помирилась, хоть бы она сделала шаг, вы готовы пойти навстречу. До такой степени это то ли влюбленность, то ли это любовь ваша, да, вот какая-то привязанность. У некоторых может, кстати, проигрываться здесь даже магическое воздействие. Это может быть магический приворот, который вас не отпускает. Поэтому я бы вам рекомендовала, что если вот вы чувствуете что-то такое, знаете, вот неопределенное ощущение, если вы чувствуете перепады, резкие настроения, если вы понимаете, что с вами ну, что-то непонятное творится, я бы вам советовала все-таки сделать диагностику и все-таки почиститься, потому что, ну, оно чем дальше, тем больше будет действовать, и тем тяжелее может быть состояние. Это довольно непростое состояние, когда есть магическое воздействие. Вы знаете, вот вы еще, ваша проблема в том, что вы как-то вот зациклены больше на прошлом, вот именно на бывшей, да? Вот вам вроде бы хочется избавиться от этого. Но вот вы особо ничего не делаете, чтобы знакомиться и устраивать личную жизнь. Я уже как-то говорила не один раз причину, потому что если у мужчины в душе, в сердце есть другая женщина, то с новой женщиной ну никак вы не построите серьезные, стабильные отношения. Понимаете, как это работает? Это не я придумала, это мужская психология. Если вы не выбросите из души и из сердца прежнюю женщину, вы просто не сможете построить серьезные отношения. Да, можно снять женщину для развлечения, но вы сами понимаете, на каком это уровне будет, какие-то ощущения будут, что это все не то и все не так. А чтобы вот реально завязать вот новые отношения, найти женщину, тем более я уже не говорю полюбить новую женщину, здесь нужно реально избавляться от прошлого, по-другому никак. Поэтому смотрите, вот ваша основная проблема – это зацикленность, ваша внутренняя зацикленность. То есть шаги навстречу будущему вы не делаете, вы даже больше склоняетесь к прошлому.
Вот если так по-честному, напишите мне в комментариях, вот вы склонны скорее с бывшей помириться, чем завязать и что-то сделать, чтобы у вас сложились новые отношения уже с новой женщиной. Напишите в комментариях. Я думаю, что скорее я права. Проще помириться, да, чем начать строить новые отношения. Это намного проще, да. Ты вроде бы знаешь уже бывшую, ты уже знаешь все вот эти подводные камни, ты знаешь характер, ты знаешь, что, как, где можно с ней найти общий язык, да. А здесь новое. Это вас, кстати, тоже пугает. Вас пугает момент даже вот построения новых отношений. Вот почему-то будущее вселяет больше страха и больше негативных мыслей, даже чем прошлое. Понимаете, как получается? С одной стороны, вроде бы и хочется, но я ничего для этого особо не делаю, потому что мне страшно. Потому что я не выбросил из души еще бывшую, потому что есть какое-то опасение, что снова и не получится, что я не смогу полюбить другую женщину. Вы понимаете, сколько вот всего намешано в вас внутри сейчас. Это довольно непростая ситуация, которую нужно реально разруливать. Вот давайте хорошо, давайте-ка все-таки посмотрим. Вот если вы сделаете первый шаг, получится ли у вас склеить ваши новые отношения? Вообще, что получится? Вот что будет? Смотрите, будет та же ситуация, из которой вы вышли. Точно так вы будете переживать, вы будете страдать в этих отношениях, как это было раньше. Точно так вы будете тянуть на себе все финансы, все проблемы. Вы будете должны ее кружить точно так, как вы ее кружили раньше. То есть, знаете, вот как говорят, на своем горбу будешь тянуть все, а вами будут еще и манипулировать. Плюс я не вижу особого ее желания. Вот давайте-ка вот спросим, хочет ли она с вами помириться. Но это маска, понимаете? Вот она, если и помирится с вами, то это будет только по выгоде. Я не вижу здесь любви. Я не вижу абсолютно желания мириться. Я не вижу. То есть, смотрите, вы будете в печали все равно. Даже если случится чудо, да, вы там горы свернете ради бывшей. Все вернется на круги своя. Вот просто вот напишите мне в комментариях, да, и для себя, конечно, проясните. Вы готовы вернуться в ту же точку, из которой вы вышли, потому что вы возвращаетесь туда, откуда вы вышли, из точки расставания. Потому что некоторые считают, что вот если вы сойдетесь, да, то вы вернетесь в хорошую жизнь, в хорошие отношения, которые были в начале. Нет, вы вернетесь не в начало отношений, а в точку разрыва. Так вот, напишите, вы готовы вообще снова вернуться в те конфликты, в те недоверия, в те подозрения. И плюс еще вот эта вот трещина, которая была между вами за все вот это время, что вы не вместе, за все время, когда вы конфликтовали, за все время вот этих скандалов, претензий, измен, вранья, это все останется с вами, это все никуда из вашей памяти не денется. Вы понимаете, что с этим багажом вы не сможете доверять на 100% человеку. Вы не будете уверены абсолютно, где она, с кем она, что она, да. Вы не будете уверены, что вас любят. Потому что если знаешь, что тебя использовали, тебе изменяли, очень сложно уже поверить. И, как правило, если человека хотя бы раз обманывают, да, тем более предают, то ты уже не веришь дальше. Да, можно пытаться, вот кажется, да, я буду стараться верить, но это очень сложно. Поэтому я вам скажу, это на самом деле не та ситуация, которую нужно выруливать и разруливать. Тем более, если вот у кого стоит на кону вот измена, если вам изменили. Абсолютно не нужно возвращать такие отношения. Все прекрасно знают, что человек, который изменил один раз, он изменит и второй, и пятый, и десятый. Просто измена уже может быть более тонкая, более хитрая, изощренная, так что вы не узнаете и не подкопаетесь, если женщина в этом будет заинтересована.
Человек абсолютно, вот я говорю сейчас о бывшей. Человек очень искренний. Я не хочу углубляться, но она постоянно ходит в маске именно перед людьми. С вами она одна, с другими она другая. То есть, когда ей выгодно, она будет любящая, хорошая. Когда ей не выгодно, она показывает настоящее лицо, коготочки свои. То есть, я думаю, вы поняли, о чем я сейчас. То есть, да, вы можете попытаться помириться, но в большинстве случаев, я думаю, у вас не получится, потому что она абсолютно не настроена на примирение. Плюс, даже если случится такое чудо, вы все-таки добьетесь этого примирения, счастья в вашей жизни я не вижу. Ну не вижу я счастья. Потому что, не зря говорят, что все-таки разбитую чашку не склеишь. Да, ее можно склеить, но она не будет такая красивая, потому что трещина останется. Поэтому, ребят, если кто-то хочет еще, кто-то еще имеет надежду, да, вот сделать шаг, простить, помириться, но я не вижу абсолютно каких-то перспектив. Я не вижу счастливой жизни в будущем. Я вижу только дальнейшие какие-то ваши страдания, переживания с этой женщиной. Просто сядьте и на досуге сами с собой подумайте, а стоит ли возвращать предательницу? Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!